Здравствуйте. Я познакомлю вас с биографией Андрея Дмитриевича Сахарова и с выставкой под названием «Андрей Сахаров. Человек эпохи», подготовленной архивом Сахарова. В названии этой выставки отражена основная идея, которая состоит в том, что Андрей Сахаров был человеком, чья жизнь и деятельность имела влияние на развитие всего человечества в очень важную эпоху, во второй половине XX века. Это время непосредственно связано с нашим сегодняшним днем, и я постараюсь рассказать вам о том, каким образом то, что происходило в жизни этого человека, в конце концов отразилось и в нашей с вами жизни тоже. Судьба моя была в каком-то смысле исключительной. Не из ложной скромности, а из желания быть точным замечу, что судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался быть на уровне собственной судьбы. И самая ранняя фотография – вот это прадед Андрея Дмитриевича, отец Николай Сахаров, который много лет служил в городе Арзамасе, а потом в Нижнем Новгороде. У отца Николая было 11 детей, и один из его сыновей, Иван, получил светское образование, стал юристом. Сейчас мы назвали бы его адвокатом, а тогда это называлось присяжный поверенный. После революции 1905 года он был редактором большого коллективного издания, посвященного проблеме отмены смертной казни. Эта книга, которую я читал еще в детстве, произвела на меня глубокое впечатление. Сын Ивана Николаевича Сахарова, Дмитрий Иванович, стал не юристом, а физиком. Но не физиком, ученым и исследователем, каким станет его знаменитый сын Андрей, а педагогом и автором замечательных учебников. Дмитрий Иванович Сахаров женился на девушке из дворянской фамилии Софиану. Екатерина Алексеевна Софиана происходила из старинного греческого рода, который принял русское подданство в XVIII веке. И как было принято во многих дворянских семьях, мужчины из этого рода из поколения в поколение служили в военной службе. Вот это дед Андрея Дмитриевича, вот такой вот, видите, генерал-майор Софиана. А женщины в этой семье отличались замечательной музыкальной одаренностью, в том числе прекрасно знала музыку, играла на рояле мама Андрея Дмитриевича Екатерина Алексеевна. Андрей Дмитриевич рождается 21 мая 1921 года в Москве. Это время очень тяжелое. Не так много лет прошло с момента революции. Голодно в Москве, бедно. И тем не менее семья старается не просто выжить, а она старается сохранить все то лучшее, все те традиции, которые пришли в эту семью из самых разных сословий. С детства я жил в атмосфере порядочности, взаимопомощи и такта, трудолюбия и уважения к высокому овладению избранной профессией. Андрей родился довольно слабым, и когда пришла пора ему идти в школу, Сахаровы создали домашнюю учебную группу, в которую входил, кроме Андрея и его брата, еще несколько детей из родственных семей. Папа занимался со мной физикой и математикой. Я, как мне кажется, понимал все с полуслова. Меня очень волновала возможность свести все разнообразие явлений природы к сравнительно простым законам взаимодействия атомов, описываемых математическими формулами. Я еще не вполне понимал, что такое дифференциальное уравнение, но что-то уже угадывал и испытывал восторг перед их всесилием. Совершенно очевидно, что это был необычный мальчик. Он поступает в общеобразовательную школу, он учится там, естественно, на все пятерки, он очень способный, все прекрасно, а времена очень тяжелые. Времена сгущаются, и все хуже и хуже. Он заканчивает школу в 1938 году. 1938 год – это большой террор. В это время страна охвачена массовыми политическими репрессиями. В середине 30-х годов в СССР сформировалось тоталитарное общество, на вершине которого стояла коммунистическая партия во главе с практически обожествленным вождем. Только в период Большого террора 1937-1938 годов, по оценкам современных историков, по политическим обвинениям было арестовано более 1 миллиона 700 тысяч человек, из которых не менее 725 тысяч были расстреляны. Через систему лагерей принудительного труда за 3 с лишним десятилетия ее существования прошло около 10 миллионов человек, в том числе более 3 миллионов осужденных по политическим обвинениям. И репрессии коснулись и семьи Сахаровых тоже. Несколько человек из его семьи, вот здесь мы показываем их портреты, были арестованы, кто-то оказался в ссылке, кто-то умер в тюрьме. Я почти никогда не слышал от папы прямого осуждения современного режима.
Пожалуй, единственное исключение в 1950 году, когда папа в предельно эмоциональной форме высказал свое мнение о Сталине. Я думаю, что пока я не стал взрослым, папа боялся, что если я буду слишком много понимать, то не смогу ужиться в этом мире. И, быть может, это скрывание мысли от сына, очень типичное, сильнее всего характеризует ужас эпохи. В 1938 году Сахаров, закончив школу с отличием, поступает на физический факультет Московского университета. 22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная война. Андрей в это время студент третьего курса физического факультета Московского университета. Многие его однокурсники, молодые люди, уходят добровольцами в армию. Он пытается поступить в военно-воздушную академию, но его не берут, потому что у него слабое и больное сердце. Ну а раз так, то он остается в университете, и вместе с девочками его эвакуируют в Среднюю Азию, в Ашхабад. Там, в Ашхабаде, в 1942 году Андрей оканчивает университет. Ему предлагают поступить в аспирантуру. Это была его мечта, он же хотел заниматься наукой, получить ученую степень, двигаться дальше по научной стезе, но он отказывается. Он говорит: нет, я не могу сейчас пойти в аспирантуру. Если я не могу пойти на фронт, пусть я буду работать инженером на военном заводе. Его распределяют и посылают его на военный завод в большой тыловой город Ульяновск. Он молодой человек, он никогда в жизни не работал ни на каком производстве. Он вообще-то хотел быть всегда теоретическим физиком. И вот здесь Андрей открывает в себе неожиданный талант, о котором он раньше не знал. И он создает довольно простой, но эффективный прибор, который позволял производить дефектоскопию, то есть неразрушающее исследование бронебойных сердечников, пуль для противотанковых ружей. И с того момента, когда этот прибор был внедрен в производство, боеприпасы, выпускаемые Ульяновским патронным заводом, стали безупречны. Воспоминания о войне для многих ее участников самое глубокое, самое настоящее в жизни. Что-то, дающее ощущение собственной нужности, человеческого достоинства, так подавляемого у рядового человека в повседневности. В тоталитарно-бюрократическом обществе больше, чем в каком-либо другом. Ну, война войной, а жизнь жизнью. И работая там на заводе, Андрей познакомился с Клавдией Алексеевной Вихеревой. Это была дочь рабочего, местная девушка из Ульяновска. Она работала на том же заводе, что и он. Была на 1,5 года старше Андрея. Вот их свадебная фотография. Они поженились в июле 1943 года. И Андрей и Клавдия проживут вместе 25 лет. У них будет 3 детей. В нашей жизни были периоды счастья, иногда целые годы. И я очень благодарен Клаве за них. В 1943 году происходит перелом в войне, и Андрей вспоминает о том, что, вообще-то говоря, он ведь хотел заниматься теоретической физикой. И, может быть, сейчас он может себе это позволить. Работая на заводе, я написал несколько статей по теоретической физике и направил их в Москву на отзыв. Эти первые работы никогда не были опубликованы, но они дали мне то чувство уверенности в своих силах, которое так необходимо каждому научному работнику. Академия наук ведет с заводом переговоры, и, наконец, удается уговорить завод отпустить инженера Сахарова для поступления в аспирантуру. Академия уверяет, что в качестве ученого инженер Сахаров будет еще более полезен Родине. Но, как мы увидим в дальнейшем, Академия не ошиблась. И в конце 1944 года Андрей покидает Ульяновск и переезжает в Москву. А вслед за ним в Москву переезжает и его жена Клавдия с новорожденной дочерью на руках. Андрей поступает в аспирантуру физического института Академии наук. Он уже отец семейства, у него жена, у него маленький ребенок, а жить им в Москве негде. Дом, в котором он вырос, где была квартира семейства Сахаровых, разрушен бомбой. И Андрей и Клавдия вынуждены снимать комнаты, переезжать из одного угла в другой. У нас было 3 карточки на 3. Моя, как аспиранта, Клавина, иждивенческая, Танина, детская. Наши трудности не были тогда исключением. Главная трудность была квартирная. Мы все время должны были снимать то у одних, то у других хозяев. В общем, это тяжелая и не очень сытая жизнь, но в то же время эта жизнь чрезвычайно счастливая. Потому что, наконец-то, Андрей получил возможность заниматься тем, для чего он создан. Он, наконец-то, может полностью посвятить себя теоретической физике. Он поступил в аспирантуру, и у него совершенно замечательный научный руководитель Игорь Евгеньевич Там. Вероятно, главная удача моей юности и молодости – то, что я сформировался в сахаровской семье, носившей родовые черты русской интеллигенции, а затем под влиянием Игоря Евгеньевича Тама.
Там стал для Сахарова, что очень важно, примером гражданской позиции ученого. Там был глубоким теоретическим физиком, но одновременно с этим он был человеком совершенно неравнодушным к тому, что творится в окружающем мире и к судьбам своей собственной страны. В те времена, как вы понимаете, невозможно было вслух высказывать какие-либо убеждения, мнения или тем более критические мнения относительно того, что происходит в стране. Это было просто смертельно опасно. Но в узком кругу своих учеников там мог себе позволить какие-то высказывания. И Сахаров знал, что там отнюдь не восторженно относятся к тому, что происходит сейчас в стране. Глядя на это, он понимал, что и он, наверное, станет таким же. Он будет физиком, и одновременно с этим он будет внимательно следить за тем, что происходит в его собственной стране, он будет вырабатывать свое собственное мнение, и при случае он будет готов это мнение отстаивать. Август 1945 года. Война в Европе уже завершилась, но Вторая мировая война еще продолжается. Еще продолжаются бои на Тихоокеанском театре военных действий. Там англичане, американцы, новозеландцы сражаются с японцами. Советская армия, освободившись от войны в Европе, тоже перебрасывается на Дальний Восток, вступает в войну с Японией. Он учится в аспирантуре у Игоря Тамма. И кажется, что сейчас вот закончится война, и его жизнь снова войдет в то самое мирное и правильное русло, из которого оно было выбито в 1941 году. Будет это мирная, спокойная, хорошая академическая жизнь, все будет так, как мечталось до войны. Не будет. Потому что в 20 веке происходит еще одно страшное событие, которое меняет судьбу не только Андрея Сахарова, но меняет судьбу всего человечества. Еще в ходе войны в 1943 году в США в рамках Манхэттенского проекта под руководством выдающегося физика Роберта Оппенгеймера начинаются разработки принципиально нового типа оружия – ядерного. Первое ядерное испытание в истории человечества было произведено 16 июля 1945 года в пустыне в штате Нью-Мексико. С 6 и 9 августа того же года атомные бомбы сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. Число погибших непосредственно от взрыва бомб составило от 70 до 80 тысяч человек. К концу года общее количество погибших от ран и последствий радиационного поражения составляло около 166 тысяч человек и продолжало увеличиваться. Подавляющее большинство погибших и пострадавших составили мирные жители. Утром 7 августа я вышел из дома в булочную и остановился у вывешенной на стенде газеты. В глаза бросилось сообщение. На Хиросиму 6 августа 1945 года в 8 часов утра сброшена атомная бомба огромной разрушительной силы в 20 тысяч тонн тротила. У меня подкосились ноги. Я понял, что моя судьба и судьба очень многих, может всех, внезапно изменилась. В жизнь вошло что-то новое и страшное. И вошло со стороны самой большой науки, перед которой я внутренне преклонялся. И он понимает, что с этого момента его жизнь изменилась, потому что такие, как он, теоретические физики, люди, которые занимаются ядерной физикой, будут вынуждены работать на военно-промышленный комплекс. И действительно, он получает подряд 3 предложения перейти работать в специальную исследовательскую группу. Пока еще ему не объясняют, чем он будет заниматься, но, в общем, понятно, что речь идет о ядерных вооружениях. Он отказывается. Он не хочет этим заниматься, он хочет остаться мирным физиком. Но ему, наконец, передают личную просьбу от Лаврентия Павловича Берия. Берия в тот момент был не только министром внутренних дел СССР, но он был еще куратором советского атомного проекта. Если молодому человеку передают личную просьбу от Лаврентия Берия, отказаться невозможно. Отказ был бы равносилен самоубийству. Его научный руководитель Игорь Тамм уже там, внутри этого проекта. И Андрей тоже соглашается. Андрей Сахаров и другие аспиранты Тамма входят в состав специальной исследовательской группы, которой поручается разрабатывать водородную бомбу.
победа над нацистской Германией, Италией и Японией, казалось бы, поставила точку во Второй мировой войне. Однако сразу вслед за этим начинается то, что мы называем холодной войной. Это не военная, но очень жесткая конфронтация между двумя половинами мира. Одну половину олицетворяют США и Великобритания, две ведущие капиталистические державы. Другая половина – это СССР и его союзники, новорожденные страны, которые находятся в орбите Советского Союза. И между этими двумя политическими системами начинается гонка вооружений. У Соединенных Штатов появляется атомная бомба. Ситуация страшно опасная. Применение атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки имело мало военного смысла, но зато это была демонстрация, во-первых, наличия этого оружия, а во-вторых, это была демонстрация готовности его применить. А если так, то в холодной войне Соединенные Штаты получают огромное преимущество над СССР. В любой момент они могут нанести по СССР ядерный удар, а СССР нечем будет ответить. И начинается ускоренная разработка ядерного оружия в нашей стране. В 1949 году создается первая советская атомная бомба. Но в этот момент нужно двигаться уже дальше. Нужно работать над водородной бомбой. И эта работа поручена Игорю Тамму, его ученикам. И очень быстро, по прошествии буквально нескольких месяцев после того, как Андрей Сахаров начал заниматься этой проблематикой, ему приходит в голову замечательная идея. Его конструкторские способности и его огромные способности теоретического физика снова соединяются, и он придумывает конструкцию, которая получила название «сахаровская слойка». Вот такой вот слоистый заряд. Это был гибрид атомной и водородной бомбы, в котором одновременно происходили процессы, характерные для атомного и водородного взрыва. Это было мощное взрывное устройство, которое можно было разместить в компактном корпусе обычной авиационной бомбы. В 1953 году ее вывезли на полигон в Казахстан, испытали, она взрывалась. В небе редкие облака. Ничто не нарушает тишины раннего утра. Все готово к испытаниям. До взрыва осталось 3 секунды. 2 секунды. 1 секунда. Взрыв. За исключительные заслуги перед государством Сахарову было присвоено высшее гражданское отличие – звание Героя социалистического труда. Осенью того же года, в возрасте 32 лет, он становится самым молодым академиком Академии наук СССР. Советские физики, которые создали атомную бомбу, а потом водородную, спасли мир. Вот без всяких шуток. Это такой удивительный парадокс. Люди, создавшие ужасное оружие массового поражения, в этот момент спасли мир. Потому что они создали то, на чем с тех пор базируется безопасность нашего мира. Они создали ядерный паритет. Да, мы можем нанести по нашему врагу ядерный удар, но прежде чем умереть, он ответит тем же. И никакая система ПВО нас не спасет. И в результате мы обменяемся этими ударами, и в этой войне, ядерной войне, не будет победителей и побежденных, а будет 2 радиоактивные пустыни. 9 июня 1955 года 11 всемирно известных ученых, физики, философы, химики, биологи во главе с Бертраном Расселом и Альбертом Эйнштейном распространили воззвание к правительствам, известное как «Манифест Рассела Эйнштейна», с протестом против продолжения гонки ядерных вооружений и требованием находить мирные средства разрешения спорных вопросов. Как люди, мы должны помнить о том, что разногласия между Востоком и Западом должны решаться только таким образом, чтобы дать возможное удовлетворение всем – коммунистам или антикоммунистам, азиатам, европейцам или американцам, белым и черным. Эти разногласия не должны решаться силой оружия. Мы очень хотим, чтобы это поняли как на Востоке, так и на Западе. Перед нами лежит путь непрерывного прогресса, счастья, знания и мудрости. Изберем ли мы вместо этого смерть только потому, что не можем забыть наших ссор? Андрей Сахаров знал о том, что
большая группа уважаемых ученых, в том числе ядерные физики, подписали этот манифест Рассела Эйнштейна. И идеи, которые были ими высказаны, были ему очень близки. Он почувствовал, что он принадлежит такому планетарному сообществу ученых. Это планетарное сообщество поверх границ и поверх политических различий. Мною владела уже тогда целая гамма противоречивых чувств. Мы, изобретатели, ученые, инженеры, рабочие, сделали страшное оружие. Самое страшное в истории человечества. Но использование его целиком будет вне нашего контроля. Решать будут они. Те, кто на вершине власти, партийной и военной иерархии. Он в этот момент солдат холодной войны. Он отец советской водородной бомбы. Он вошел в самую высшую военную и политическую элиту страны. Ему 30 с небольшим лет, а он достиг такой невероятной высоты в своей карьере, которой достигли десятки людей в стране, не больше. Страна нищая, страна, разоренная войной. А у Андрея Сахарова все хорошо. Он живет и работает в секретном городе за колючей проволокой, который физики просто коротко называли «объект». Город, в котором мы жили и работали, представлял собой некий симбиоз сверхсовременного научно-исследовательского института, опытных заводов, испытательных полигонов и большого лагеря. Ежедневно по утрам мимо наших окон с занавесочками проходили длинные серые колонны людей в ватниках. Рядом шли овчарки. Сейчас этот город открыт, он называется Саров. Он расположен в Нижегородской области. Это относительно недалеко от исторической родины священнического рода Сахаровых. А тогда этот маленький городок окружили колючей проволокой, он был абсолютно секретным. Внутри него существовало секретное советское конструкторское бюро номер 11, которое работало над ядерным оружием. Там внутри этого периметра из колючей проволоки были созданы прекрасные условия для работы физиков и их семей. Вокруг бедная нищая страна, там все отлично. И многие люди, оказавшись в таком положении, как Андрей Сахаров, были бы просто счастливы. И, наверное, они бы сказали: остановись мгновение, ты прекрасна. Чего я еще могу пожелать? Я занимаюсь интересными, правда, интересными научными исследованиями. Я очень успешен. Я получаю огромную зарплату, такую большую, что я не могу ее потратить. Моя семья ни в чем не нуждается. Я пользуюсь уважением руководства своей страны. Ну, может ли еще чего-то пожелать человек? Я не мог не сознавать, какими страшными, нечеловеческими делами мы занимались. Я не был солдатом в той войне, но чувствовал себя солдатом этой, научно-технической. Чудовищная разрушительная сила, огромные усилия, необходимые для разработки, средства, отнимаемые у нищей и голодной, разрушенной войной страны, человеческие жертвы на вредных производствах и в каторжных лагерях принудительного труда. Все это усиливало чувство трагизма, заставляло думать и работать так, чтобы все жертвы, подразумевавшиеся неизбежными, были не напрасными. Сахаров был не просто ученый, он был великий ученый. И он не мог остановиться в своем стремлении к познанию и в своем научном мышлении. И следующий шаг, который он делает, потребовал от него очень большого гражданского мужества и интеллектуальной честности. После первого испытания сахаровской слойки в 1953 году Сахаров продолжал очень успешно работать над созданием следующих поколений водородных бомб. Всякий раз, когда он с успехом продвигал эту технологию на следующий шаг вперед, на него проливался буквально дождь наград. В конце концов, у государства просто кончились награды. Нечем было больше награждать этого человека. Он стал трижды героем социалистического труда. Он получил огромные денежные выплаты. Ему подарили дачу, ему подарили автомобиль. И самое главное, что он стал одним из тех людей, которые могли снять трубку и позвонить главе государства, самому Никите Хрущеву. И Хрущев выслушал бы его, потому что это звонит не кто-нибудь, а отец водородной бомбы Андрей Сахаров, знаменитый секретный советский физик. Если ты конструктор ядерного оружия, то ты создаешь какие-то взрывные устройства, водородные бомбы, которые нужно вывозить на полигон и там взрывать. Специальный полигон для испытания атомных, а потом и водородных бомб в СССР был в казахстанских степях, в Семипалатинской области. Там происходили разные испытания.
Можно взрывать устройство, изделия на уровне Земли. Можно взорвать его в атмосфере, когда бомба сбрасывается с самолета, медленно опускается на парашюте, не долетая до Земли, взрывается, и взрывная волна покрывает большую территорию Земли. А можно, наоборот, погрузить ядерный заряд глубоко в шахту и взорвать его под землей. И тогда Земля оседает огромной воронкой. Вот здесь видны огромные воронки, вот маленькие домики и громадные воронки – это оседание Земли, которое произошло в результате ядерного взрыва, который произошел где-то в глубокой шахте, далеко вот под этой точкой. А если происходит взрыв в атмосфере, то возникает всем нам знакомый ядерный гриб. Что образует этот огромный гриб? Это пыль. Это пыль, которая в результате ядерного взрыва поднимается с Земли. И это превращенное в пыль все, что находилось в точке взрыва. Живые существа, камни, растения, дома – все превращенное в пыль. И эта пыль радиоактивная. Чем мощнее этот взрыв, тем выше взлетает эта пыль. Тем более она мелкая и тем больше ее. Там наверху эту радиоактивную пыль, очень мелкую, очень легкую, подхватывают ветра и несут эту пыль. И постепенно, по мере того, как радиоактивное облако движется по ветру, из него выпадают радиоактивные осадки. Вот карта Семипалатинского полигона, и на ней очень хорошо видно, как от места взрыва тянутся эти радиоактивные шлейфы. Эти следы зараженной земли, на которой опасно находиться. На этой территории прямо совсем опасно. Но эта радиация распространяется и дальше. Уже не в таких концентрациях, это уже не смертельно опасно. Ну, выпадет вам на голову какой-то слабый радиоактивный дождик. И никто прямо немедленно от этого дождя не умрет. Но через некоторое время на территории, которая подверглась такому воздействию, начнут заболевать люди. Станет рождаться больше больных детей. Увеличится количество раковых заболеваний. Это станет видно по медицинской статистике. Количество жертв дополнительной радиации определяется так называемыми непороговыми биологическими эффектами, то есть такими, которые действуют при самых малых дозах облучения и приводят статистически к большим итоговым эффектам смертности и болезни за счет того, что облучению подвергаются огромные массы людей, все человечество на протяжении многих поколений. Я вычислил, что каждая мегатонна испытательных взрывов в атмосфере уносит 10 тысяч человеческих жизней. Казалось бы, если ты успешный конструктор, и твои бомбы прекрасно взрываются, и твое руководство, и государство довольны этим, ну и ты будь счастлив, чего тебе еще нужно? Но вдруг оказывается, что ядерные испытания на полигоне так же смертоносны, как смертоносна была бы ядерная война настоящая. А тем временем идет холодная война. Все ядерные державы, а их уже много, имеют свои ядерные полигоны, и они все производят испытания. И в общей сложности ядерных испытаний каждый год на планете десятки. И все эти испытательные взрывы выбрасывают в биосферу вот эту радиоактивную пыль. Они заражают биосферу, они убивают планету. И Сахаров ужаснулся тому, что происходит. В 1957 году я написал статью «Радиоактивный углерод ядерных взрывов и непороговые биологические эффекты». Работа над ней явилась важным этапом в формировании моих взглядов на моральные проблемы ядерных испытаний. Осенью 1961 года, узнав о подготовке очередных ядерных испытаний, Сахаров пытается убедить Хрущева не делать этого, но получает в ответ публичную отповедь. «Сахаров, не пытайтесь диктовать нам, политикам, что нам делать, как себя держать. Я был бы последний слюнтяй, а не председатель Совета министров, если бы слушался таких, как Сахаров». 30 октября 1961 года на заполярном советском полигоне на Новой Земле было испытано самое мощное в истории человечества термоядерное устройство, прозванное «Царь-бомбой». Сброс! Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв 50-мегатонной бомбы произошел в атмосфере на высоте 4500 метров. Вспышка была видна на расстоянии 1000 километров от места взрыва.
Каменистая почва на полигоне расплавилась как стекло. Колебания Земли зафиксировали все сейсмостанции планеты. В сентябре 1962 года Сахаров тщетно пытается предотвратить последовательные испытания двух практически идентичных ядерных устройств. Ужасное преступление совершилось, и я не смог его предотвратить. Чувство бессилия, нестерпимой горечи, стыда и унижения охватило меня. Я упал лицом на стол и заплакал. Вероятно, это был самый страшный урок за всю мою жизнь. Нельзя сидеть на двух стульях. Я решил, что отныне сосредоточу свои усилия на осуществлении плана прекращения испытаний в 3 средах. Самый страшный момент холодной войны – это осень 1962 года. Начинается с того, что Соединенные Штаты размещают свои ядерные ракеты в Турции, недалеко от границы СССР. В ответ СССР размещает свои ядерные ракеты на Кубе, буквально в нескольких десятках километров от территории США. И это страшный момент, когда мир стоит на грани ядерной катастрофы. Осенью 1962 года политические противники, глава Советского Союза Хрущев и глава Соединенных Штатов Кеннеди остановились и задумались о том, что эти странные люди, которые давно уже говорят о том, что надо как-то по-другому договариваться между собой, пожалуй, они не так уж и не правы. И в 1963 году в Москве заключается Московский договор о запрете ядерных испытаний в 3 средах: в атмосфере, под водой и в космическом пространстве. Это 3 разновидности ядерных испытаний, при которых происходит наибольший разнос радиоактивности. Это то, чего добивался Андрей Сахаров, это то, чего он добился, и это то, что уже, скорее всего, никогда не изменится.